Находясь на третьем месяце беременности, Шелли Уолл узнала, что у ее ребенка расщепление позвоночника, редкие хромосомные аномалии гидроцефалия, скопление жидкости в мозгу. Состояние ребенка было настолько серьезным, что врачи предупредили родителей мальчика: Шелли и Роба, их сын вряд ли выживет или родится с серьезными умственными и физическими недостатками. Врачи также рассказали супружеской паре, что у ребенка останется массивное отверстие в позвоночнике. 5 раз Шелли предлагали прервать беременность, но семья решила оставить ребенка. Описывали все те трудности, через которые она пройдет. Также в красках описывали все унижения, которым будет подвергаться их ребенок до конца дней своих его. Но это не изменило их решение, однако невероятно насторожило. Шелли рассказывает, что они купили маленький детский гроб для Ноя и приготовились к худшему. Когда мальчик родился, его голова была совершенно непропорциональной, у ребенка в мозгу накапливалась жидкость. В случае, если бы врачи не успели это вовремя заметить, то жидкость могла бы привести к тому, что не смогли бы образоваться новые ткани. Врачи сказали, что гидроцефалия уже уничтожила около 98% мозговой ткани Ноя, оставив его практически без мозга. Они советовали родителям готовиться к худшему. Но у Ноя были свои планы на эту жизнь. В 2012 году на свет появился Ной, который немало напугал и удивил профессиональных врачей. У мальчика был деформирован позвоночный столб и напрочь отсутствовал головной мозг. Рекомендации были однозначные: прекратить беременность, решить проблему до того, как дитя умрет в мучениях из-за неспособности его организма выполнять элементарные функции. Но мама Шелли отказалась от такого решения, а спустя 5 лет после рождения Ноя телеканал BBC сняла удивительный фильм о мальчике без мозга. Мозг, вопреки всем прогнозам врачей, начал расти. Сегодня Ной Уолл стал живым подтверждением медицинского чуда. Доктора Ноя полагали, что у мальчика нет шансов на выживание после родов. Но умеет считать до 10, может говорить и теперь учится писать. Как мы уже отметили, у мальчика нет никаких умственных отклонений. Спустя 5 лет после рождения Ной выглядит вот так. Аномалия развития позвоночника спина бифида привела к параличу от груди до ног, поэтому Ной вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Но после серии болезненных и сложных операций появилась надежда, что в один прекрасный день он сможет ходить. И вера родителей творит чудеса. Спустя 4 года после рождения Ной продолжает жить и радовать своих близких вопреки прогнозам врачей. Поначалу их прогнозы сбылись, новорожденный мальчик был полностью недееспособен в том, что касалось рассудочной деятельности. Однако затем произошло маленькое чудо: мозг Ноя начал, выражаясь простым языком, отрастать обратно. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.